Всем привет, меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из Tilda в REM Online. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные из Tilda в другие системы. Например, в REM Online вести учет новых заказов удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Tilda. Теперь необходимо указать действие «Получить данные из форм». На этом этапе необходимо создать виртуальный аккаунт Tilda в системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его и продолжаем настройку. Скопируйте URL для приема данных и перейдите в личный кабинет Tilda. Теперь необходимо вставить скопированный ранее URL в соответствующее поле. Если хотите, вы можете произвести дополнительные настройки. Не забудьте подключить этот веб-хук ко всем формам на сайте и опубликовать изменения на страницах. Теперь необходимо перейти на ваш сайт и заполнить форму или создать новый заказ, для того чтобы новые данные сгенерировались в системе Apex Drive. После того, как вы сгенерировали новые данные, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем REM Online. Теперь необходимо указать действие «Создать заказ». На этом этапе необходимо подключить ваш REM Online к системе Apex Drive. В этом окне необходимо указать API-ключ. Для этого переходим в личный кабинет REM Online. В разделе настроек API копируем API-ключ и вставляем в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке.
Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, нужно нажать Enter. Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и продолжаем настройку. На этом этапе вы видите тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в REM онлайн». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!